Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! В этом видео я хочу продолжить знакомить вас с удивительными возможностями Smart Lens, а именно расскажу вам о том, как принятый законопроект по виртуальным активам в Украине позволит токенизировать реальные активы, почему данный закон позволит Smart Lens первыми войти на рынок и предложить пользователям уже готовую технологию, и третье, на какой популярной криптовалютной бирже Украины и России был залистен токен SLT с поддержкой ввода фиата. Одним словом, будет интересно. Так что не переключайтесь и смотрите этот ролик до конца, ведь в конце обзора от меня вас будет ждать приятный подарок. А пока вернемся к нашим главным новостям. И начну я, пожалуй, с небольшой предыстории, которая позволит всем нам осознать всю прелесть происходящих изменений в сфере регулирования, блокчейна и токеномики в частности. Да, быть может, данный процесс не настолько быстрый, как бы нам хотелось. Тем не менее, я считаю, что лед уже тронулся. Ведь, насколько вы все знаете, самой первой страной, принявшей законопроект по регулированию блокчейна и токенов, является Лихтенштейн, наделив тем самым юридическими правами большинство видов токенов, привязанных к акциям, недвижимости, долговым облигациям и так далее. Одним словом, приняв данный закон, Лихтенштейн не только создал правовую определенность для всех участников данного рынка, но и запустил начало новой эры экономики цифровых токенов, которые начинают подхватывать многие государства, и Украина в их числе. О чем, собственно говоря, и свидетельствует принятый в декабре Верховной Рады закон про легализацию виртуальных активов. В рамках данного закона криптовалюты получат юридический статус, а международные криптокомпании смогут регистрировать свой блокчейн-бизнес в Украине и работать легально. Более того, все провайдеры услуг виртуальных активов будут обязаны проходить государственную регистрацию, чтобы иметь возможность работать на территории страны. Говоря простыми словами, участники криптовалютного рынка наконец-то получат не только право на судебные и другие способы защиты прав на виртуальные активы, но и токенизировать, то есть выражать в цифровой юридической значимой сфере права на актив. Для тех же, кто все-таки не до конца понял, что такое токенизация, объясню. Токенизация – это подтверждение токенами прав на любое движимое или недвижимое имущество. То есть теперь можно будет выпускать токены напрямую, привязанные к собственности, без участия традиционных посредников. А это, согласитесь, очень здорово. Но какое все это отношение имеет к Smart Lens, спросите вы, и я отвечу, что самое что ни на есть прямое. Ведь если вы смотрели мой предыдущий выпуск о Smart Lens, то вспомните, что Smart Lens является первой платформой, токенизирующей акции недвижимости одного из студенческих общежитий в Ноттингеме, Великобритания. Сейчас же, благодаря своему неустанному развитию и богатому опыту, Smart Lens намерен стать пионером токенов безопасности в восточноевропейском рынке, предложив тем самым для всех участников рынка альтернативные инвестиции. Собственно говоря, поэтому 14 декабря 2020 года команда Smart Lens и открыла свой новый региональный центр в Украине, директором которого стала Инна Стороженко. Стоит отметить, что данный шаг является неотъемлемой частью большой стратегии развития всего проекта Smart Lens. Ведь такого рода действия лишь лишний раз позволят Smart Lens начать тесное сотрудничество со своей потенциальной аудиторией, включая ведущие риэлторские компании, инвесторов и финансовые институты. Причем иметь на это все нормативно-правовые основания. А это, как вы понимаете, уже совершенно другой уровень. Кстати, чуть не забыла вам сообщить про еще одну очень приятную новость, которая связана с листингом токена SLT на такой популярной восточноевропейской бирже, как WhiteBit. Если честно, то данная торговая платформа была выбрана командой Smart Lens неспроста. Во-первых, благодаря внедрению токена SLT на WhiteBit, трейдеры более чем из 190 стран получат быстрый и удобный доступ к токену Smart Lens. А во-вторых, благодаря интеграции WhiteBit с украинскими банками, пользователи теперь могут легко осуществлять фиатные переводы, в том числе из банковских карт, что в свою очередь делает криптовалюты еще более доступными и востребованными в современном обществе. Подводя же небольшой итог всему вышесказанному, хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что Smart Lens – это поистине уникальная цифровая инвестиционная платформа, которая за счет разработанного альтернативного инструмента стремится токенизировать реальную экономику, донося при этом текущие преимущества до широких слоев аудитории. Так что если и вы хотите стать частью чего-то большего, то вы легко можете присоединиться к Smart Lens уже прямо сейчас. Для этого в описании к этому видео вы найдете все официальные ресурсы. А пока расскажу вам про обещанный подарок, который может получить любой из вас. Стоит отметить, что подарок выражен в денежном эквиваленте и равняется сумме в $10.
Однако, чтобы его получить, вам достаточно выполнить всего 2 действия, а именно быть подписанным на мой канал CryptoLady и второе – написать развернутый комментарий к этому видео с вашим адресом Ethereum, после чего рандомным образом я выберу одного победителя 10 января. Одним словом, не теряйте время зря, всем удачи и пока!